Так, ребята, мы в прямом эфире, но правила социальных сетей таковы, что нам нужно какое-то время подождать, пока у нас соберется какое-то количество зрителей. Мы видим, какое количество зрителей в данный момент. Их количество растет. Вот, и это обещанная трансляция, которая посвящена визе EB3 и получению грин-карт через CDL. Здесь мы будем бороться с мифами, которые скопились со времен выхода Reels, который стал вирусным от школы CDL. Вот, поэтому обо всем по порядку здесь сегодня расскажем. Я думаю, нам часа для этого хватит, но там как пойдет. Если будет много вопросов, конечно же, мы постараемся ответить на все. Я пока сейчас один на экране, но звуки, которые раздаются, говорят о том, что наши спикеры тоже уже с нами. Я их представлю чуть-чуть попозже. Ждем, пока присоединится как можно больше людей к нашему эфиру, и потом начнем развеивать мифы вокруг CDL через грин-карт. Точнее, наоборот, грин-карт через CDL. Хотя, может, кто-то знает и обратную схему. Мы рады видеть всех, кто присоединяется к нам. Вы, если присоединились, оставайтесь с нами на эфире. Это говорит лишь о том, что мы ждем как можно большего количества людей, которые присоединятся к нашему стриму. В любом случае, этот эфир останется в записи. Мы сможем потом делиться со всеми желающими, для того, чтобы больше не возникало вопросов и в определенной степени хейта вокруг этой темы, к которой уже многие пытались подходить с разных сторон, но не доводили до логического завершения, до конца, не изучали, скорее всего, вопрос многосторонне. В данном случае у нас в этом вопросе задействована целая команда людей, которые покрывают разные векторы этого вопроса. Есть юристы, есть компания, которая организовывает менеджмент, есть школа, которая имеет огромный опыт по части CDL. И есть целая команда, которая работает для того, чтобы у вас это получилось. Давайте постепенно переходить к представлению наших экспертов. Я сейчас всех покажу на экране. Вот они все здесь. Судя по комментариям, которые сыпались под Reels, в котором Василий вышел и рассказал о том, что такая возможность получить грин-карт через CDL есть. Это Василий Кушнир, вы его тоже уже видите на экране, это CEO CDL, школа, которая базируется в штате Нью-Джерси, в городе Синоминсон, которая принимает любезно студентов со всех штатов, без исключения практически. И это не говорит о том, что мы просто заявляем о том, что принимаем их. Они к нам едут. И об этом мы дальше чуть-чуть поговорим, почему так происходит. С нами Чет Хендрикс. It's like an attorney. Он юрист, который занимается вопросами как раз-таки организации всего процесса получения грин-карты через CDL с юридической точки зрения. Hi, Chad. Thanks, Eugene. И Ник, который представляет компанию US Tracking Service, Николай, если вы так привыкли больше, вот, который занимается как раз менеджментом всего этого процесса. Николай, привет. Привет. Возвращаясь к комментариям, которые мы получили под рилзом, я вам должен сказать, ребята, что вы все мошенники. Вот, и у нас такое ОПГ, организованная преступная группировка, которая пытается всех обмануть. На самом же деле нет, друзья. Скорее всего, по части организации этого процесса раньше где-то на рынке и выстреливали такие ребята, которые пытались там чего-то кому-то рассказывать. Но опять же, внимательно присматривайтесь к репутационным моментам по каждому спикеру, который даже сегодня представлен на этом эфире. Никто не будет рисковать своей наработанной годами репутацией для того, чтобы обманывать вас или вводить в заблуждение. Если эти ребята говорят о том, что такое возможно, значит такое возможно. И сегодня как раз-таки мы организовали этот эфир для того, чтобы прояснить
все вопросы, развеять все туманы вокруг этого процесса. Есть несколько вопросов, которые касаются комментариев. Давайте, может быть, даже с них и начнем. Комментарии. Прокомментируйте комментарии. Окей? У меня к каждому из вас будет обращение. Вот Ник. Все сомневаются, что найдутся траковые компании, которые согласятся подписывать людей. Но перед этим я бы хотел, чтобы ты описал процесс, вообще, как это все происходит. То есть есть человек, у которого есть CDL, он хочет грин-карт. Что дальше? Окей. Прежде всего, необходимо, конечно, желание с обеих сторон. То есть компания должна быть заинтересована, чтобы люди у них работали. Также водитель должен заинтересован быть в этом процессе. Компании есть, будут и все больше будут заинтересованы в этом процессе, потому что для компании это выгодно. Ребята работают в компании на протяжении 3 лет. Таким способом компания растет, траки остаются за ребятами, водители помогают компании расти. Процесс довольно-таки простой. У нас есть водитель, мы его подписываем под компанию, начинается процесс. То есть мы проходим, чат больше об этом расскажет, я коротко, могу упомянуть. Мы проходим сначала Labor Certification, после Labor Certification мы ждем USCIS, то есть это уже appointment на грин-карту на саму, то есть на adjustment статуса. После этого человек уже получает на руки грин-карту и продолжает дальше работать уже официально в компании. То есть этот весь процесс, он занимает около 3 лет. Поэтому мы и говорим, что программа занимает от 2 до 3 лет. Компании, как я и сказал уже, компаниям интересно, компании есть, которые хотят расти, которые хотят развиваться в траковой индустрии. Поэтому для компании это очень хороший шанс, то есть быстро и качественно вырасти. Спасибо, Ник. По поводу компаний, кстати, сразу вопрос. Да. Многие скептически относятся к вопросу о том, согласятся ли траковые компании брать таких людей в штат, нести всю ответственность, потому что у нас же очень много экспертов в интернете, они знают, как это все устроить. То есть компании нужно проходить определенный процесс, быть готовой к тому, что она таким сотрудником будет заниматься. Существуют ли такие компании? То есть наша компания Tracking Service может выступать также спонсором для компании. То есть некоторые компании есть, которые не хотят этим всем процессом заниматься. То есть брать спонсоршип на себя. Поэтому есть вот наша компания, которая готова взять на себя всю ответственность, подписать ребят под нашу компанию US Tracking Service. И то есть этим способом, то есть человек будет устроен у нас, но мы его будем лизовать в другую компанию, которая с нами работает. Номер телефона Ника и его менеджеров вы можете увидеть хоть прямо сейчас в Reels, который мы записывали с Василием, который не стал вирусным, и благодаря которому мы и делаем сегодня этот эфир, для того, чтобы углубиться в этот вопрос. Вы можете его найти там, и в описании, и в самом Reels. Ну и в то же время вопрос к Василию, который, собственно говоря, и стал, как это сказать, чекой в этом взрыве. Вот. Вась, вопрос. CDL можно получить только гражданам, пишут люди. Вот сразу, пожалуйста, развей этот миф. Для того, чтобы получить CDL, нужно ли быть гражданином или держателем грин-карты уже? На самом деле нет. Давайте начнем с самого начала. Всем привет. Очень приятно, что мы все собрались, и спасибо всем за просмотр. Эта информация будет полезна для всех, и вы можете ее увидеть. Нет, на то, чтобы получить CDL, вам нужно только иметь право на работу. То есть, если право на работу есть под каким-то соусом, это U4U, TPS или Advanced Parole, соответственно, вы получите право на работу, Work Authorization и Social Security. Если у вас есть право на работу, и оно не будет expired
в течение 6 месяцев вы официально можете получить пермит, сдать на CDL и дальше уже работать в процессе, чтобы получить green card. Это, наверное, самый простой и самый быстрый способ. Знаем кучу вариантов, когда там за бракосочетание хотели платить там кучу денег, и это занимало на порядок больше времени. Но этим путем знаем, что много компаний, много людей просто идут. Это абсолютно легальный способ, абсолютно правильно делать то, что намного легче дается для людей, в принципе. Я бы хотел еще добавить по поводу вот этого всего хейта. Каждый человек имеет право на свою какую-то точку зрения. Это абсолютно окей. И можно ли это все как-то перевернуть в какой-то более позитивный сценарий? Мы постараемся вот это все сделать. Спасибо, Василий. У нас прилетел первый комментарий, можем ли мы это все делать на английском. English. Yeah, we're talking about the green card through CDL. And so at this point, we have a question to Chat. He's an attorney in this process. And Chat, could you please tell a bit more about EB3 visa? Yeah, and just to be clear, I'm a third-party agent, so we handle the legal side of it, and we also work with attorneys at Fragaman Law. They're a huge immigration firm, so that's who we're working with, but we handle all of that legal aspect of it. The EB3, now I'm not sure what Nick actually said because I don't speak Russian or anything like that, but here's what it is. It's employment-based visa. So it means that there is a job available in the U.S. that a company cannot find a U.S. citizen to fill. And because of that, that company can be a petitioner for you to get your green card, which also allows your family, so your spouse, unmarried children under the age of 21, to also come on over on that same piece of it. So it's a huge benefit to the company, but as well as to the immigrant coming over to the States to get their green card. Now, there are different categories of EB visas. So there are EB 1s and 2s, and these are degreed positions. If you went to a university or you're a doctorate, we're talking about EB3 and EB3 other, which is for all other positions. In this case, we're talking about truck drivers, getting your CDL and fulfilling that. Now, the reason why most people have not heard of this and why sometimes people are like, that's not possible, is because previous to 2019, it was hardly used. And if you look before 2016, it was not used at all. Even this year, we're expecting about 1,400, 1,500 people total out of all of immigration to come over here as a truck driver to get their green card through an EB3. So you can see, like, most people don't believe that it's something that's there, but it is. And we will expand this at some point beyond just truck driving as well, because other positions can also use this. But the most difficult part is finding a company who's willing to go through this process and pay for their portion of the immigration fees to get an employee. And what we're looking for is really good companies that somebody would want to stay with long term, so that it's a benefit to the company, and we're putting the immigrant in a good situation where they're not getting treated poorly, they're getting paid well, and they're getting treated with respect as well. Thank you, Chad. Thank you. Василь, пожалуйста, помоги мне с переводом, потому что вы ребята, эксперты. Мне хотелось бы, чтобы это вещали только эксперты. Все, что сказал чат, это то, что эта программа не новая. Она вообще не использовалась, хотя она была в 2016 году. В 2019 году она используется там просто минимально. В этом году просто ожидает, что приедут 14 сотен трак-драйверов, то есть это супер маленькая цифра. Мы вырастем с этой цифры достаточно быстро.
Эта программа не была создана чисто под трак-драйверов. Об этом и изначально никто не говорил. B3 виза – это виза для тех, кто является просто специалистом в своей сфере. То есть это others, другие сферы. То есть это может быть механик, парикмахер, вообще любой человек, который работает специалистом в той сфере, которая нуждается тут. То есть если, допустим, компания, трак-компания хочет получить водителя с Европы, это абсолютно реально, потому что если компания не нашла водителя тут, или же ей сложно найти этого водителя тут, мы стыкались с этими временами, когда была прям критическая недостача водителей в 173 тысячи человек, а на индустрии, где 3 миллиона траков, это большая цифра. И компаниям сложно было нанимать этих водителей, приходилось придумать какие-то другие варианты, открывать школы, тренировать самим, платить за это обучение. И в конце концов, сфера сама по себе тяжелая, люди не остаются тут надолго. Большинство людей не остается надолго. Потом, что еще сейчас сказал, есть же, конечно, другие визы, как EB1 и EB2. Соответственно, эти визы, они для тех, кто просто специализируется на конкретной сфере, это университетские какие-то должности, то есть там визы талантов и все такого подобного. Человек, который подается на EB3 визу, он действительно приезжает сюда, он файлит документы, он получает грин-карты, и жена, и ребенок младше 21 года получают грин-карты тоже. Это абсолютно реально. В принципе, есть много кейсов, которые уже приехали сюда. И это был кейс, как за год заехало 200 человек на Шнайдер, которые сейчас работают и приносят деньги компании. Женя? Спасибо, Василий. Да, кстати говоря, это и есть следующий вопрос. Многие комментаторы писали относительно того, могу ли я, например, это я говорю про них, да, проживая в Европе, приехать, получить CDL и податься на грин-карту. Да, то есть мы уже это обговорили, и это просто будет повторение информации, абсолютно точно, да. Окей, хорошо, следующий вопрос. Может ли участвовать в программе новый CDL? Или у человека должен быть уже опыт? Это, опять же, я иду по комментариям, которые были у нас под релзом. Есть две категории людей. Те люди, которые имели опыт в Европе, они попадают в другой брекет. Есть люди, те, которые только получили CDL, в Европе у них опыта не было, но пока процесс будет делаться, скажем, процесс будет продолжаться с их визами тут. Соответственно, этот человек получит опыт уже будучи в Штатах, и он тоже попадает в другой брекет, который чуть-чуть длиннее, и разница может быть до года времени. Николай, поправь, если я не прав. Да, то есть есть ребята, которые имеют, например, разберем две ситуации. Первое – это ребята с Европы, то есть получили права только здесь. То есть вчера получил права, но у него 2 года в Европе есть, например. То есть этот человек подходит под программу точно. Вторая категория – это ребята, которые нет опыта в Европе и только права здесь получили. То есть вот этот процесс, это все тоже реально, но это немножко дольше времени займет, потому что человек должен иметь хотя бы год здесь, в Америке, чтобы на момент подачи application всех, то есть у него уже будет 2 года. То есть тогда он будет считаться как квалифицированный работник. Все, что если у человека нет опыта, то есть он будет, есть другая категория, то есть это привоз, она считается как unqualified truck driver, без опыта. То есть оно займет немножко больше времени. То есть для того, чтобы уточнить, по визе EB3 идут специалисты в той или иной сфере, правильно? То есть в данный момент мы говорим о том, что это специалисты в траковой сфере, это профессиональные водители с опытом. И из этого выплывает следующий вопрос.
Если, скажем, ну, скепсис откуда появляется? Очень многие компании, IT там компании или там других профилей ищут сотрудников для того, чтобы найти сотрудника и доказать, что они не могут его найти здесь. Им надо пройти по там всем сайтам работы, подать объявление, оно должно там какое-то время провисеть, они должны подтвердить и доказать, что они прособеседовали какое-то количество людей и не нашли подходящего специалиста. И скепсис вызван тем, что как бы люди пишут, даже инженерам не дают в данном контексте визу EB3, а тут вы говорите про как бы водителей траков, которых тут как собак нерезанных в Штатах. И как бы почему именно им должны давать эту визу? Вопрос в буквальном смысле слова звучит именно так. Ну, на это есть ответ. То есть трак-драйверов всегда не хватало и будет не хватать. Да, их много, но если ты подаешь, например, по узкой специальности объявление в газету, там, мне нужен инженер, то есть на эту позицию откликнется, наверное, в Америке еще несколько квалифицированных инженеров. Когда здесь подаешь, мне нужен трак-драйвер в газету, в компанию всегда будут поступать application, то есть заявления от водителей, компания всегда будет нанимать. То есть это обуславливается тем, что водители нужны, и водители всегда нужны будут. Я могу дополнить. В принципе, нету никакой разницы, это инженер или водитель, почему тем или другим должны давать эти визы, а почему не тем и не тем. Ну, почему обоим нельзя это сделать. Ну, просто как бы такой противоречивый вопрос. И тем дают. И те получат. Просто вопрос в том, кто будет подаваться, а кто не будет подаваться, и кто будет работать через компанию, которая не имеет времени заниматься этим, не имеет отдельных людей, которые будут привозить их. Это долгий процесс, это сложная работа. Соответственно, нужно для этого целую структуру и определенный флоу работы, которая будет проверять документы, подавать вовремя эти все документы, требовать с водителя определенный документ, требовать с компании определенный документ. Это сложно. Это сложно. И компания, которая там будет вызывать себе 10 человек или 15 человек или 20 человек, ну, то есть это достаточно малое количество людей, чтобы нанимать отдельного человека или пару людей под эту только функцию. Если в компании такой человек выполняет еще дополнительные функции, ну, соответственно, фокус падает, и в принципе он может потерять этот фокус и не подать документы вовремя. И так мы слышим кучу заявлений, что вот мы подали, пока ничего, пока глупо, ну, потому что этим не занимаются. То есть, насколько я понимаю, уже этот вопрос поднимался, причем, насколько я помню, в году в 2020-2021, да, Вась, и ты лично участвовал в том, чтобы этот вопрос поднять. Тогда эта информация выплыла, условно говоря, на поверхность, вы стали в этом разбираться, но уперлись во что? Не было траковой компании, которая согласилась бы брать эту процедуру на себя? В чем тогда? Это, кстати, один из комментариев. В чем тогда была задержка? Почему не получилось в тот раз? Никто не сказал, что не получилось. Были траковые компании, их было достаточно много. И мы подали большое количество людей. И эти люди, ну, вот, они в процессе. В связи с войной кто-то не смог выехать. В связи с войной и с другими обстоятельствами. Ну, понятно, что основное количество людей это было с Украины. И вот эти факторы повлияли всему, что люди там остались просто. Мы сейчас говорим о тех людях, которые тут, которые уже получили право на работу и уже получили CDL и могут начинать, в принципе, работать с этим. Ни в что не уперлось. Такого не было, чтобы мы там что-то начали и не сделали. Мы узнавали информацию. Те люди, с которыми мы тогда узнавали информацию, они запустили этот процесс. Просто мы были не в фокусе, как школа CDL, и мы отошли от этого, потому что уперлось в то, что это достаточно дорого для компании привести этого человека, оплатить ему все расходы, оплатить те расходы, которые он там будет жить, пока будет получать это CDL.
Когда люди уже тут находятся, этих расходов нет. И, соответственно, выгода повышается, и спрос повышается. То есть компаний будет много, компании будут готовы это делать, не только потому, что сейчас не хватает или хватает водителей, или их слишком много, а есть определенное количество водителей, которые остаются с компанией. И они не меняют компанию там 3 года. Но такое количество водителей очень малое. Компании невыгодно, чтобы водитель там просто поработал и ушел, поработал и ушел. Частое явление, когда водитель свежий, поработал 2 месяца, научился, что надо научиться. Разбил машину, страховка покрыла, он просто перешел в другую компанию, и это прям очень частое явление. Если он будет на программе, ответственность такого водителя повышается. Компании больше выгодно с ним работать, и он уже будет лучше и более аккуратно относиться и к технике, и к работе, и в принципе к тому, что он делает, потому что на кону не только работа, а на кону еще и работа. Спасибо, Вась. Следующий вопрос у нас к Нику, как представителю траковой компании. На основе тех хейтерских комментариев, которые мы получили, пишут: ребята, не ведитесь на это все, эта траковая компания хочет взять вас в заложники на 36 месяцев. Ну, во-первых, мы не траковая компания, мы agency. Мы помогаем водителям находить работу, то есть устраиваем водителей в другие компании. Мы не нанимаем водителей напрямую, у нас нет траков своих. То есть есть компания А, с которой у нас есть договор, что вот у вас будет работать определенное количество ребят от нас, ребята приходят и работают. То есть эта компания проверенная, и мы уверены, что человек, если туда придет работать, то есть он будет доволен там. То есть опять, мы не траковая компания. Я хочу, чтобы это чуть-чуть больше объяснил чат. We have a lot of comments saying, oh, that's going to be a slave company, what's going to hire you forever, and you're going to stay there, and they're going to pay you 35 cents. You're not going to be able to move to other company. Can you explain to the people how this really works, and the contract what the people is going to sign and stuff, what's important to them to know? Yeah, there's a few things that we could talk about in that. One is none of the companies that we're working with are doing that. Second, we won't work with anybody. They have to be paying a good wage. We're not going to be working with companies that are paying below the market rate. One big reason for that is against the law when it comes to EB visas. We cannot be paying less than what the prevailing wage determination is from the Department of Labor. And two, if we pay differently, that can be a problem if the government would ever come and audit. This can never be a program that companies use to try to cut costs as far as their labor costs. It just can't be that way. And if it is used that way, that would be incorrect. Yeah, let me translate. I'm sorry to interrupt you. По закону есть минимальная ставка, которую платят компании зарплату. И нелегально платить меньше, чем минимум wage, минимальная ставка, которую должна определить компания и должен определить Labor Department. И не может быть такого, что просто компания, нанимая вас, хочет просто обрезать свои расходы. Не для того эта система была придумана, и не для того эта программа была придумана. Continue, chat, please. I mean, I've even had drivers that are people that are not in the States. Well, this is if you're already in the States, we'll be doing what's called an adjustment of status versus going through the consular process if you were overseas. We've had plenty of drivers that were overseas. They went with a different immigration company and were placed at companies that we would consider not well-run companies. They were doing work that they weren't supposed to. So what we've done in those cases, we've actually bought out the contracts for those drivers and brought them over to our clients because we're working with really good clients. So that's another piece of this puzzle. The other side of it is once you have your green card, you are a legal permanent resident
and you have all the legal rights as anyone else does. You don't have to stay with a company once you have your green card. So what we're looking for is we're looking for companies that are good enough, paying well enough that you will want to stay with because you don't have to. And that is a big piece of the puzzle here is, people all over the world, are subject to scams, job scams. And the way that we have this set up where our company is paying for the fees up front. So we're paying the lawyer fees up front, we're paying the government fees, and we're simply getting this weekly fee while we're doing this. So what we're doing is we're taking a lot of the financial risk on us, which is one of the ways that we hope to prove to people that we're not trying to scam anyone, because we would be taking the financial hit, not the driver or not the company. Okay. Let me translate. Мы работаем только с компаниями, которые дают реальные условия на рынке. Это не могут быть условия, которые там вот 35 центов сказано. Да, есть компании, которые платят 45-50 центов, 60 центов, это сейчас market rate. Компании могут вот в этом рейнже как бы и быть от 55 до 60-65 центов в зависимости от типа триллеров и тому подобное. Но это и есть вот тот рейндж, в котором все траковые компании в принципе плавают. И наша компания, она не берет большие суммы наперед. Мы платим наперед все расходы адвоката, все расходы за легальные фи и тому подобное. Мы снимаем только небольшую сумму каждую неделю, и эта система была придумана для того, чтобы просто доказать, что эта система рабочая и что так оно может работать. Компания начнет зарабатывать в конечном результате, когда уже дойдет до срока 36 месяцев. Никогда не было просто идеи там просто обрезать какие-то расходы на водителя, которому будут платить мало контрактные условия. То есть это нет. Будет платить и относиться к человеку абсолютно правильно, так же, как относится в любой другой компании, с которой вы можете уйти. Никто вас не задерживает ни в одной из компаний. Вы не рабы. Вам можно менять компанию, в этом нет никакой проблемы. Потому что так было изначально сделано вот именно конкретно вот эта программа IBT. Спасибо, ребят. Кстати, вы можете писать ваши комментарии, где бы вы не видели наш прямой эфир. По идее, он сейчас идет на 3 платформах, как минимум, на YouTube, Фейсбуке и Инстаграме. Если вы увидели наш прямой эфир, если вы прослушали и у вас остались вопросы, обязательно пишите ваши вопросы, мы с удовольствием ответим. Для этого этот эфир и сделан, для того, чтобы прояснить все темные или серые моменты вокруг получения грин-карты через CDL. Вы начали говорить про стоимость, про издержки, про финансовую часть. Есть ли понимание по поводу финансовой части? Ну вот, например, я человек, да, с улицы. У меня есть там 2-летний опыт в Америке, у меня есть CDL, я хочу. То есть я вызвался, я увидел наш Reels, подписался и написал «я хочу». Что меня ждет дальше в этом плане? Ник, это, наверное, к тебе вопрос. Да. То есть что дальше? Человек звонит к нам, то есть мы с ним обсуждаем, что он хочет, какую он работу хочет. Он хочет на драйване ездить, на рифере или на флетбеде, или там же на той же Комистоге. То есть в первую очередь мы хотим услышать, где хочет работать человек. Второе, мы уже основываясь на том, где человек хочет работать, мы уже предлагаем компании, которые с нами уже сотрудничают. То есть мы говорим, вот есть компания А, если ты хочешь идти на драйвена, то есть тебе здесь будут платить вот, например, скажем, 60 центов за милю. Вот. Момент. Насчет еженедельных выплат. Еженедельные выплаты – это с водителя $65 в неделю, то есть на протяжении 36 месяцев, то есть это 156 недель.
И еще такая сумма есть, которую мы берем upfront, когда водитель начинает с нами работать. Это $4150, которые включают все оформление фи. Мы называем это setup fee. То есть это setup fee включает в себя то, что мы находим компанию, которая готова взять спонсорство на себя. Вот. Опять же, человек перед тем, как подписать какие-то документы, он может прийти в компанию, поработать 2, 3, 4 недели, чтобы компания сказала, да, мы хотим с этим человеком работать, и человек сказал, да, мне нравится, я хочу действительно войти в эту программу и работать с этой компанией. Спасибо. Ну, кстати, по поводу 36 месяцев и подписания контракта. Вернусь к вопросу о рабстве. Согласно этому контракту, согласно этому договору, человек обязан работать, у него по закону нет возможности поменять компанию, либо как это происходит? Два момента таких. Если человек спонсором является компания и человек работает в компании, то есть человек должен работать в этой компании, пока он не получит все документы, то есть не выполнит свои обязательства. Первые 2 года, то есть мы ждем, пока человек пройдет, пока мы пройдем labor certification, получит собеседование в посольстве, получит грин-карту. После этого он должен выполнить свои обязательства, проработать еще полгода как employee компании, то есть это на W2. И после этого он уже нравится ему в компании, он дорабатывает. То есть поэтому чат упомянул об этом, что мы ищем компании, где водителю будет комфортно. То есть, опять же, что водитель не уйдет оттуда. То есть нам не интересно искать компании, которые будут просто злоупотреблять водителями. В наших интересах, чтобы человек там оставался и работал, и опять же потом остался в компании после 3 лет, может быть, купил трак и уже начал работать как owner-оператор. Я дополню. До того, как договариваться или начинать этот процесс, обе стороны открывают карты и рассказывают, как будет работать. Водитель говорит, я буду у тебя работать, а работодатель говорит, вот мои условия. Соответственно, водитель соглашается на эти условия. Если ему условия не подходят, он начинает либо договариваться с этим работодателем, или ищет другого работодателя, что, в принципе, абсолютно нормальный процесс. Соответственно, если не договорились, он находит другую компанию. Если договорились, вот это те условия, которые вы договорились. Если вам предложили там на 3 цента меньше, но у вас есть бонус, потому что вам делают еще грин-карту, ну да, 3 цента не особо роли отыграют. Или там 2 цента не отыграли большой роли. Но если там это 20 центов, понятно, что вы на такой подписываться не можете и не надо. Это, опять же таки, вам надо проверить, посмотреть все документы, и мы вам в этом будем помогать. Мы будем выступать от лица и компаний, и от лица водителей. Будем восстанавливать какие-то справедливые рамки. Спасибо, ребят. Кстати, по поводу вознаграждения. Ты говоришь на 3 цента меньше. То есть есть ли уже понимание, что если, например, по рынку на драйвене платят там водителям с опытом 65 центов в среднем, то насколько меньше будут платить, если человека возьмут по этой программе? Есть ли точная цифра? Скорее, да, Вася, если ты готов ответить, ты. Я готов ответить. Нет, точной цифры нет, и, возможно, это будет та же самая сумма, что сейчас на рынке платят. Или, возможно, это будет там на 2-3 цента меньше. Это просто процесс, когда вот идет договор компании уже с человеком. Мы эти документы тоже будем видеть, у нас будет предложение, сколько платят изначально, то есть мы, возможно, те предложения, которые мы будем получать, и мы будем сами считать, что они неадекватные, мы не будем эти предложения принимать, или будем сами с работодателем договариваться, чтобы эта сумма была выше. Спасибо. Следующий вопрос из комментариев в YouTube. Написал Виталий. Я позже зашел в эфир, но спрошу, могу ли я получить грин-карту, работая сейчас на компанию, где я работаю? То есть и я работаю на компанию, не хочу ее менять. Можете ли вы сотрудничать конкретно с моей компанией?
Да, мы Eugene, можем. are you asking the YouTube question right now about cooperating with their current company? Yes. Yeah. Yeah. I don't speak Russian, but ChatGPT does a really good job of translating. Okay. There would be an opportunity to work with a company that you're already with. Here's a couple things to think about. One is the reason that we can do the pricing the way that we do it is because we're working with companies that want 20, 30, 100 people. So what that does is it allows us to basically get a volume discount around doing that, because it does take money for each company to sign up and go through the prevailing wage determination, all of that stuff. So it is possible. The fact that you want to stay with the company probably means that it's a good company. So it would probably be a company that we don't even want to work with if you want to stay there. The next piece of it is experience, the years of experience that are required. So there's two different levels of an EB3. There's EB3 and EB3 other. We try to work with EB3, which means that you have 2 years of experience or more. And that experience could be overseas before you got to the US, it could be in the US. But the one weird rule around this is the experience that we use for the EB3 can't be at the petitioner or the company that you're working for. So if you have 2 years of experience somewhere else and you want this company to be the petitioner, great. If you've only worked at this company for 2 years, you can't use that experience at that company to qualify for that company to be the petitioner. Chad, I just gonna add, since a lot of company and most of them working with individuals at the 1099 basis, and they working directly with the company, not with the individual, and they not paying like a W2 wages. So basically, this experience can possibly count if he's still working that company. We just need to find out how company is big enough. If it's big enough and can give us enough people, we definitely wants to work with it since we have already good feedback. Yeah, and one additional piece is, remember that this is a employment-based visa. So Nick may have mentioned this already, but you do have to at some point become a W-2 employee for at least 6 months. That's what the government wants to see. So you can stay a 1099 employee while we're going through this process, but as soon as you do get your green card, you have to switch to being a W-2 for some period of time. You don't have to stay a W-2 forever, but for a little bit you do, because the whole point of this visa is that there is a company that's giving you a job as an employee. Great. Да, это то, о чем я и упоминал. То есть первые 2 года, пока человек работает в компании, он может работать как 1099, то есть как контрактор. Но когда мы получаем на руки грин-карту уже, вот этот период, мы его называем 6 месяцев, чтобы никому не было никаких претензий. В дальнейшем человек отрабатывает полгода на W2 как employee в компании. Дополните, пожалуйста, Ник, по поводу того, что сейчас сказали. Можем ли мы работать с другими компаниями, которые уже имеют своих водителей? Да, опять же, с другими компаниями, да, мы можем работать. Как Чат упомянул, все зависит от количества ребят, которые компания может, сколько человек компания может взять. Если, например, это 1 человек, то есть это все зависит от компании. Сколько траков в компании также. Это все зависит. Опять же, мы можем все сделать через нашу компанию Tracking Service, может быть, выступить как спонсор. Это человек, вот, например, человек, который написал, могу ли я работать в той компании, он может там работать, но через нас, без проблем. Для этого компания должна дать какое-то согласие? Да, мы должны с компанией договориться, то есть о всех нюансах, то есть как весь процесс будет проходить. И да, человек будет устроен у нас, но мы его будем лизовать в эту компанию, он будет работать там. То есть мы сделаем за него, то есть пока он 1099 сотрудник, то есть он там работает обратно же в компании. Но когда мы доходим, получаем на руки грин-карту, человек должен официально проработать. В этой части наша компания поможет. Мы человека устроим к себе, то есть он у нас будет официально устроен на W2 как employee, у него будут все бенефиты, страховки, 401k,
то есть workers' compensation, человек легально будет устроен. И мы его в лиз сдадим той компании. То есть это у нас есть агрименты, которые это все. Мы уже этим занимаемся, то есть уже все поставлено. Какие документы необходимы для того, чтобы оплайнуться на эту программу? Со стороны компании, давайте рассмотрим два момента. Есть компания, есть водитель. Со стороны компании, если же компания выступает спонсором, компания должна будет показать свои налоги за последние 2 года. То есть это показать прибыль, что компания может позволить платить человеку зарплату. Если мы говорим о водителе, то есть водитель должен, в первую очередь, мы должны доказать, что у него был опыт 2 года. Если в Европе был опыт, значит, в Европе нужно доказать, что был опыт. Это контракт, это права с Европы. То есть также надо будет предоставить паспорт, копия паспорта, копия свидетельства о рождении, о браке, если есть. Все боятся, очень спрашивают, нужно ли нам справка о несудимости. Узнали, нет, не нужно. Это все можно объяснить, что сейчас в Украине очень тяжело достучаться до кого-то, получить это нам не надо. Вот. Свидетельство о рождении нужно перевести на английский язык. То есть подтвержденный перевод, этого будет достаточно. И по поводу паспорта очень много также ребят спрашивают, что если у меня паспорт заканчивается заграничный. На момент подачи application, то есть когда мы заполняем все документы, паспорт должен быть действительным в течение полугода. Мы также следим за этим, и будет больше информации о том, что если вот у человека закончился паспорт вчера, может ли он подать. Пока ответа на это нету, но в ближайшее время также будет. Спасибо. Человек, который задавал вопрос, Виталий, по поводу, можно ли работать с его компанией напрямую, уточняет, я уже работаю в этой компании больше года. Больше года работаю. Хорошо, то есть, опять же, мы когда начинаем этот процесс, это начинается все, то есть все сначала. То есть его год уже здесь, это уже он квалифицируется на программу. Американский опыт год здесь достаточно. Даже если у него нет опыта в Европе, но год здесь уже есть. То есть он квалифицируется. Скажи, пожалуйста, Ник, вы помогаете в плане только консультируете или вы помогаете в сборе документов, в переводах и во всем прочем? Да, то есть этим всем, опять же, занимается сторона чада. То есть все документы будут проходить через чада его сотрудников. То есть они занимаются уже сбором. Мы помогаем все собрать. Насчет переводов, переводы можем помочь тоже. Есть люди, которые могут это перевести. Ну, оригинально они должны предоставлять нам переведенные документы, и это абсолютно нормальный также флоут, потому что эти документы должны быть переведены конкретным человеком, который подает заявку. Продолжая вопрос документов. Человек из YouTube, наш постоянный, хотел сказать, зритель, но я не уверен в этом, зовут его Лукьян. Пишет: здравствуйте, если я здесь по U4U, нужно ли мне покинуть США, чтобы начать процесс получения EB3? Или же можно сразу сменить статус, находясь уже здесь? Имеется европейский опыт более 6 лет. Let's give the chance to the answer for this to the chat. You want me to? Did you say me? Yeah. U4U, you do not have to leave the States to apply for an EB visa. You can stay in the States, and as long as your U4U is still valid, you would continue in the States and do an adjustment of status. If for some reason the process took longer than U4U, which we're all assuming U4U is going to get extended. That's been historically what has been happening, but we don't know that for sure. But worst case scenario, your U4U is no longer valid. You are required to leave the country. We can still continue the EB process even if you had to leave. And then we'd have to switch to a consular process where you'd interview at a consulate overseas. So hopefully we'd be able to start the process, get it finished while you're still in the States, no problem.
If that doesn't happen, we can still continue it. It doesn't stop the EB process from happening. То есть, Ник, переведи. Да, то есть чат имеет в виду, что вот если человек, у человека есть сейчас статус UFU, если процесс затягивается больше, чем 3 года, и у него, он должен выехать со страны, то есть он будет проходить собеседование в какой-то другой стране. То есть собеседование, этот процесс будет продолжаться. Человеку ни в коем случае нельзя оставаться здесь нелегально. Человек должен оставаться в стране в легальном статусе в процессе этой программы. Если у нас заканчивается UFU, человек выезжает со страны, процесс продолжается, мы получаем appointment в консульстве в другой стране, человек идет туда, проходит консульство и получает уже грин-карту там, и потом уже сюда приезжает. И уже когда с этого момента, уже когда он сюда приезжает, он сразу же тогда становится employee компании, то есть он официально начинает работать с компанией. Вот это разница. Это есть и разница, когда вот человек, который здесь находится по UFU и начинает процесс с нами здесь, в стране, и человек, который приезжает из-за рубежа. То есть из-за рубежа обычно они ждут 2 года, чтобы получить собеседование и приехать сюда. И когда они уже получают грин-карту на въезде в страну, то есть он тогда уже employee становится. Другими словами, это даже, можно сказать, страховка. Да. Чтобы вернуться сюда, если вдруг у вас какой-то суд не пройдет или будет отказ, вам придется выехать. Это способ вернуться легально, не прерывая процесс, причем процессы идут параллельно. Ваш процесс по политике может идти параллельно с процессом на EB3. Еще хотел бы добавить, очень много ребят, вот как только прошел первый Reels у Василия, очень много ребят звонили, которые не по UFU программе попали сюда, которые перешли границу с Мексикой. Мы не работаем с этим. И пока у нас нет ответа, сможем ли мы работать с этим в дальнейшем. В данный момент, если вы перешли границу с Мексикой, мы не сможем вам помочь. Эта программа основана только на ребят, которые здесь по TPS или по UFU находятся. Или же по Advanced Pro. Смотри, Коля, хочу, чтобы ты уточнил. Это касается тех ребят, которые перешли границу нелегально? Да, просто которые нелегально прошли. Да, но если они зашли и сдались, и их посадили в тюрьму, потом им дали пароль, это легальный путь, правильно? Это легальный путь, да. Все. Я уже у Чада этот вопрос спрашивал. Какой путь считается нелегальным? Можете ли уточнить? Если человек прошел через границу, его не задержали, то есть он прошел через границу, и потом уже начал подаваться здесь, уже где-то в стране уже начал подаваться на asylum. Угу. То есть это для тех, кто каким-то чудом растворился в стране, потом всплыл внезапно и начал возобновлять себя легально. Да. Окей. Chad, Хорошо. I want you to just explain a little more about it. Who's not going to be able to apply for this program? The people who crossed the border and they didn't check with the border control and stuff like that. Can you explain this a little more? Yeah, really it comes down to you have to have some type of legal status in the U.S. Whether that's, U4U, TPS, asylum, you have to have that as a starting point. If you're in the States and you've overstayed a visa and you no longer have status, or if you've come in and you didn't actually check at the border and you're just here illegally, unfortunately, there's nothing that we're able to do for that from a legal standpoint. So those are the people that are not going to be able to apply and actually have success in this. Okay. То, что мы сказали. Хорошо, давай продолжать. Тогда вопрос, о котором было сказано в Рилзе, да, то есть в тексте, который мы подавали в публичной плоскости, это было упомянуто о прерывании статуса. Уточните, что имеется в виду. То есть человек, который находится здесь, не имеет права все это время выезжать или
человек не имеет права прерывать свой статус. Вот об этом. Да, человек не может прерывать статус, то есть не может не находиться здесь нелегально в стране. То есть если, например, человек находится, вот возьмем по ЮФУ программе, у него ЮФУ заканчивается, но мы еще процесс продолжаем, то есть ему нужно будет выехать. Ребята некоторые вот спрашивают, вот у меня было, я приехал в Америку, у меня была политика. Первый вопрос, который я всегда спрашиваю, а как вы подались на политику? Вы прервали, вы были в стране нелегально определенное время, или вы все время были легально? Если человек находился все время легально и подался на политику, то вопросов с этим проблем не будет. Если же он там, как есть ребята, некоторые приехали по студенческой визе, прошло полгода, или там год прошел, они начали подаваться на политику. Здесь очень будет много вопросов, поэтому, скорее всего, что одобрения не будет там. Спасибо. В принципе, все комментарии имеют примерно одинаковые корни. Это как бы люди, которые сомневаются вообще в том, что это возможно в плане трак-драйвинга. Мы уже ответили на эти вопросы. Если вдруг есть что-то добавить нашим уважаемым экспертам, пожалуйста, добавьте. Если есть комментарии, если остались еще вопросы, пока мы здесь в прямом эфире, пожалуйста, задавайте, на какой платформе вы нас не видите. Давай я переведу чат. You know, a lot of doubts that people not really believe that's possible. Do you want to add anything to, to explain them that really is? I mean, outside of saying that there really is a visa, I mean, for the longest time I did have individuals in the past not even believe that visa is available. So if you really wanted to look into it, if you just Google EB3 visa, you'll find all the government information on there. You can find actually in the numbers of people that are coming over on this even. So it does exist. It's just the reason why most people don't think of it is because of the job types that it's used for now. It wasn't used for all these jobs in the past. Companies weren't looking to bring on tens of, hundreds of people with these job categories. It used to be more EB1 and 2s where it was university degrees. And so it's just changed. When you look at the United States and the amount of labor that's required and wanted, whether it's in the trades, in trucking, all of these categories, it's going to start opening up as more and more companies finally get to the point where they're desperate enough that they're like, I'm going to do anything to find a good employee. And here's the opportunity. I think it's still early on in the immigration game because we're really only in the 8th year of drivers even being using this at all. So it's still very new and young. I can say on my side, we've been working on this program since 2020 with South Africa. So we're bringing over South African drivers over to the States, right? There were advantages there. My partner was in South Africa. The English is a common language, so it makes the language barrier really easy. And so we were recruiting people that had, at a minimum, 10 years of experience as a truck driver to come to the United States. And so that has been happening. We have, I think, just shy of 400 drivers that are in that program. Consulate interviews are happening. More consulate interviews are happening in June here for them to be able to come over and bring their families. So other than the fact that they're already here, I don't know what else to prove for people. There are South Africans here that you could actually speak to. We have drivers in our database that probably would be willing to speak as proof of that they've gone through the program. They've been able to get to the States and get their green card. Thank you, Chad. Посмотрите, какой хороший вопрос. Пишет человек о том, что сейчас траковый бизнес переживает не лучшие времена. И в связи с этим, вступая в эту программу, где гарантия того, что начав эту программу с вами, начав платить, эта компания, например, на которой он работает, допустим, разорилась, соответственно, что делать ему дальше? Его процесс прерывается, ему гарантируют новую компанию. Что происходит в этом случае? Наверное, и Ник. Это больше вопрос к тебе. Окей.
Здесь можно ответить следующим образом. Если же компания была спонсором и по какой-то причине все, то есть компания разорилась, то абсолютно верно, компания закрывается, то есть процесс весь прерывается. Если же человек, опять же, со своей стороны мы ищем компании, которые в бизнесе достаточно давно, это не 2, не 3 года, которые держатся и стоят на ногах, которые не разорятся. Второй момент, если же вы работаете то есть с нами, как с нашей компанией, и наша компания выступает спонсором, проблем с этим не будет. То есть если, не дай бог, компания какая-то закроется, то есть мы найдем им всегда другой дом. Основная... То есть в данном случае человек подписывает контракт с компанией Tracking Service. Да. А та, в свою очередь, подписывает договор уже с траковыми компаниями. И в случае, если с траковой компанией, с которой Tracking Service подписала договор, с ней что-то случается, то Tracking Service, не прерывая этот процесс, это я уточняю, продолжает ваш процесс уже с другой траковой компанией, правильно? Да, абсолютно верно, да. То есть US Tracking Service является спонсором, то есть через которого человек получает визу и грин-карту. Вася, ты хотел что-то добавить? В продолжении того, насколько выгодна эта компания, или насколько это выгодно водителю, и для чего эта система, или для чего эта программа вообще, зачем водителю оплавится, и почему именно водителя должны привести сюда. Есть тысячи примеров, когда водитель никогда не был водителем, начал работать водителем и уходит в сферу. Соответственно, компания потратила на него много ресурсов, и он просто ушел. Потому что это может не его или неквалифицированный человек. Тут задача привести и составить контракты с людьми, которые лучшие в своей сфере. Для компаний лучшие водители приносят валовый доход. Неважно, какие времена, и неважно, какая ситуация на маркете. Если маркет будет просто в полной дыре, соответственно, все компании закроются, и экономика страны пойдет просто в никуда. И мы это все почувствуем, не только транспортный бизнес, а и все другие индустрии, потому что на этом все держится. В Америке индустрия, которая имеет самое большое количество. Соответственно, это больше такой поиск квалифицированных водителей, которые могут ездить, которые хотят ездить, и гарантирует компания, что они будут ездить. И у компании есть возможность проверить этого человека какой-то период, 3 месяца или 4 месяца, и тогда заключить с ним договор. Или же, если он уже работает в компании, соответственно, компании уже не надо ничего проверять, она уже готова с ним подписать договор. И, соответственно, он уже будет понимать, как компания работает, и этот водитель будет понимать, как компания работает, как они ведут себя с другими водителями. То есть тут надо правильно подобрать и водителей, и компанию. И тот факт, что все деньги не платятся наперед, они платятся очень маленькими кусками понедельно. Если какой-то момент процесс прерывается, да, деньги, те, которые были уплачены, они пропадают, но это может быть на 5-м месяце, на 10-м месяце. И этой суммы будут не настолько большие, как если ты заплатил за адвоката, заплатил за всю программу и заплатил все фи, тебе выносит это 15-20 тысяч долларов, и компания это тоже выносит столько же. То есть тут наперед ты не платишь, и в этом и есть самый главный пункт этой программы, которую сегодня создали. В случае, если что-то пошло не так, залоговая сумма или первая сетап-сумма, да, как вы говорили, и все пейменты, они возвращаются? Мы обсуждали этот вопрос уже. То есть первый момент, когда мы знаем, если что-то пошло не так, это если мы не прошли labor certification. Да, тогда эти деньги возвращаются. После прохождения labor certification мы уже знаем, что человек был approved, то есть принят программой, то есть мы продолжаем дальше. Угу.
Спасибо. Тут спрашивают еще по стоимости услуг. Виталий, видно, пропустил. Это было уже в эфире, да. Но вы напишите нам в личные сообщения на школу старт CDL, где бы вы нас не видели. Это может быть YouTube, Facebook, Instagram, неважно. И мы переадресуем вас на офис Ника. Они дальше уже вам все объяснят более подробно. Задает человек вопрос, есть ли ограничения в возрасте в процессе получения EB3. Чат. Вопрос к чаду. Да. As far Chat, as is the there... age restrictions? Yeah. Yeah, there are no age restrictions on the EB3. When we're looking at family members to follow, it's unmarried children under the age of 21 are able to go onto the same petition. So those are really the only requirements on an age. Mm-hmm. Я Thank you. нету возрастного какого-то критерия. Все зависит от компании, которая будет нанимать этого человека. Если компания согласится его нанять в возрасте 70 лет, соответственно, и сможет сделать ему документы, это окей. А главное, нижний порог 21+, да? Да, нижний порог 21+, и это для... если с человеком приезжает семья, то ребенку не должно быть больше 21. До 21, да. Угу. Спасибо. Ребят, мы уже больше часа в эфире. У нас достаточное количество людей посмотрело. Более того, как и обещано было в самом начале, этот эфир будет сохранен на всех наших страницах. У нас тут уже реклама пошла. Люди иммиграционные услуги у нас рекламируют. Поэтому, мне кажется, самое время прекращать. Если вдруг есть что-то добавить, у вас есть такой шанс сейчас. Я хочу сказать, от нас бояться в принципе вы должны, потому что это ваша жизнь, и это абсолютно нормально, но для того, чтобы понимать все процессы и перестать сомневаться, проверяйте компании, где вы будете устраиваться работать, проверяйте нас как те, кто делает свой бизнес, наша репутация, это абсолютно окей. Но это все на вашей стороне, все зависит от каждого участника, который хочет подаваться на эту программу. Последний вопрос. По номеру телефона, который мы рекламировали, в какое время можно звонить и по какому часовому поясу? Central Time с 8 до 5. Кто звонит после 6, всегда перезвоним в следующий день утром. То есть все пропущенные номера телефонов, которые по какой-либо причине не дозвонились, они сохраняются? Да. Прекрасно. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо и всем, кто вещал, и всем, кто смотрел. Мы, надеемся, ответили на максимальное количество вопросов, связанных с получением грин-карты через CDL. Если вдруг вопросы все же остались, и вы не успели их задать в процессе нашего лайвстриминга, вы всегда можете это сделать по двум флоу. Позвонить по номеру телефона, который есть и у нас в Reels, и в тексте, и где угодно, либо написать нам в приватные сообщения. Мы вам дадим подробные консультации и направим вас на компетентных людей, которые занимаются этим процессом. Спасибо. Thank you. Спасибо. Thanks, Thank you, Jim. Спасибо всем. Всем до свидания. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.